Ребят, привет! Давайте я вам расскажу, в какой момент времени я задумываюсь о том, что нужно перефиксировать систему волос. Помните о том, что некоторые ребята это делают раз в месяц, кто-то это делает, может быть, еще реже. Я предпочитаю это делать каждую неделю, но когда я занят, например, сейчас, когда я в Стамбуле, я это делаю раз в 2 недели, даже немножко реже, может быть, 2,5 недели, но не от того, что она у меня отклеивается, а от того, что мне уже не очень приятно, и появляются какие-то первые моменты, которые мне хочется устранить. Один из таких моментов, когда я мою голову, я вижу, что вот клей, он начинает, видите, немножко как бы просачиваться. Ну, я не могу сказать, что голова становится липкой или какие-то есть с этим связанные моменты, но больше, наверное, само ощущение, что, во-первых, клей уже не настолько крепкий, он уже начинает как-то немного подвытекать, что ли, и появляется местами такая, как пленочка, как будто жирная. Вот когда ты голову моешь, здесь все нормально, а вот здесь уже появляется такая местами, такие как жирные пятна, их нужно вот так вот стирать, то есть берешь, например, салфетку и стираешь вот это вот жирные такие пятна, это типа от клея. Вот, то есть это уже первый признак того, что пора перефиксироваться. Второй момент, у меня обычно сзади или где-то какие-то части на голове начинают выдаваться, и я вам сейчас покажу, например, там, где она мне уже немножко начинает отходить. Вот, видите, да, небольшая часть, которая вот у меня уже начинает отходить. Если у меня отходит хотя бы маленькая часть системы, мне уже неприятно ее носить, и, соответственно, это значит время ее перефиксировать. Или менять систему, или эту чистить и просто заново переклеивать. И вот, наверное, я ее сейчас переклею и покажу вам тот процесс, который я прохожу каждый раз от и до при переклейке, потому что самое сложное в системе это выбрать систему, чтобы ее носить, и затем переклейка. То есть это самый такой сложный процесс, из-за которого, наверное, ребята тоже предпочитают это делать как можно реже. У меня тут будет зеркало, я вам еще раз сейчас покажу вот этот кусочек, где постепенно у меня начинает отклеиваться. Видите, у меня оно видно через двойное зеркало. То есть вот эта часть. То есть на самом деле можно вот так вот пригладить, никто не заметит, и сам я не замечаю, ну, точнее, сам я замечаю, но для меня это уже знак, что все, время пришло, и надо это все перефиксить. Здесь, видите, тоже все очень хорошо, хотя все очень плотненько, хотя уже прошло более двух недель. Реально не хватает времени, пока я нахожусь в Стамбуле, этим заниматься. У меня есть собственное ощущение, что внутри там уже какая-то происходит жизнь, наверное, там волосы мои растут, и хочется от этого всего избавиться. Что ж, давайте будем перефиксироваться, я вам покажу, как это я делаю. Переходим на сайт, бот, подписываемся на курс, причем есть 3 раздельных раздела. Каждый раздел стоит сейчас по спецпредложению 2000 рублей всего лишь. Что ж, поехали. Использую ли я какие-то специальные средства? Нет, я их не использую, я просто беру от той самой части, которая уже податливая, которая начинает отклеиваться, и потихоньку вот таким вот образом отклеиваю. Слушайте, видите, реально прошло много времени, но очень крепко держится, что как бы очень круто. Мы как раз с Ксенией разбирали клей, китайский оригинальный клей, и поняли, что самое сложное это отмывать вот этот клей от головы и от системы. Как оказалось, китайский клей держит еще более крепко, да? И вот так вот потихонечку, постепенно все это отклеиваем. В результате видим на голове кучу клея. Видите, вот этот клей, это точно тот именно клей, о котором говорила Ксения, более желтый. Здесь вот мои волосы продолжают расти. Вот я сделал потемнее. Здесь вот тоже, видите, тоже все мои пересаженные волосы. В общем, сейчас будем убирать все вот это есть все более подробно в курсе. И вот на системе тоже образовался клей, то есть сначала очищаем систему. Пользуюсь обычными влажными салфетками или даже сухими салфетками, и вот это вот все стираю. Это опять-таки все детально есть в курсе, да, я показываю различные варианты и как избавиться от клея. Ну и, конечно, голова. То же самое, берем салфетку, влажную салфетку, или даже сухую салфетку, или полотенце с большим ворсом, и вот это вот стираем, прижимая салфетку, соответственно, к коже. Мы не мазюкаем это по несколько раз, чтобы это все не размазывать, а вот такими единичными движениями. Потом я сминаю салфетку,
что называется, чтобы была чистая часть этой салфетки. Так, сложно делать одной рукой. Вот видите, чистая часть, каждый мазок это чистая часть. И постепенно удаляем сначала этот клей вот таким образом, видите, чтобы он оставался на салфетке. Предвижу ваш вопрос, а что по поводу бумажных салфеток? В принципе, если нет других, можно использовать и бумажные салфетки, на первый буквально мазок, и сразу клей этот размазываться, то есть оно не собирает, а размазывает по всей площади. И в этом, наверное, конечно, лучше по возможности использовать или какое-то специальное полотенце, может даже одноразовое, или влажные салфетки, или какую-то более тканную поверхность. Это будет, как мне кажется, намного проще и лучше. Ткань, она более цепкая, и на ткани собирается вся вот эта вот ерунда, от которой мы пытаемся избавиться. Если у вас оригинальный клей Ghost Bond, как утверждает Ксения, я обязательно это попробую. Может быть, мы даже как-то договоримся, если получится, даже заказать какую-то партию, возможно, поставщика, чтобы было у нас свой клей в России, и попробуем устроить его продажу, если это получится, чтобы была возможность выбирать, да, вы были уверены, что это настоящий натуральный клей, и я опять-таки попробую это на себе, если я пойму, что именно это помогает намного проще избавляться от клея, почему бы и нет. Вкратце, то, что касается влажной салфетки и очистка самой системы. Влажной салфеткой это делать сложно, потому что он должен быть более цепкий материал, потому лучше всего использовать по возможности это махровое полотенце или какое-то, или сухую, то есть вот такую салфетку, чтобы скатывать, помогает, да, но сейчас тоже одной рукой тяжело, чтобы скатывать весь этот клей более грубой тканью, да, и более, скажем, цепкой, чтобы на ней могло оставаться. А влажная салфетка не очень с этим справляется. Очень важный момент, когда вы стираете клей, не делайте это вот в сторону волос, потому что если вы делаете в сторону волос, есть вариант, что клей попадет на, видите, волосы, и уже нужно будет прибегать к различным ремуверам, чтобы удалять вот этот клей. То есть делайте это вот вдоль самой системы, то есть не сюда, потому что здесь сетка, а вот таким вот образом, в одну сторону и во вторую сторону. Следующий этап я нанес на систему Fairy. Именно Fairy, не шампунь, не какое-то специальное средство, потому что другого пока средства я специально не знаю, которое бы помогало. Если у вас есть такое, поделитесь со мной, я куплю его, сделаю обзор, если оно реально помогает. Но пока вот по всем блогерам, которые советовали, именно Fairy лучше всего для этого подходит. Мы разговаривали с Ксенией по поводу этого, она просила вас не делать это с тонким силиконом, но так как у меня это комби-система, я это делаю не первый раз, и моя система от этого не меняется, здесь более плотная, то я использую именно Fairy. Почему именно Fairy? Потому что, а не шампунь, потому что я не знаю, какой состав Fairy, но именно Fairy очень как бы круто убивает и растворяет клей, вот этот жирный клей, чем как бы шампуню намного сложнее справиться. То есть для шампуня нужно нанести это, ну, наверное, раз в 5, чтобы добиться такого результата, какого и добивается Fairy. Это не значит, что вам нужно делать то же самое, просто имейте в виду, я с вами делюсь то, как это делаю я сам и что мне помогает. Что касается головы, я нашел для себя средство для очистки лица. Оно очень круто удаляет клей. Ну, иногда его использую также для поверхности системы, но так как оно дорогое, поэтому я распределяю. На системе я использую просто Fairy, а на голове вот именно вот это средство для очистки, глубокой очистки лица, кожи лица. И оно очень хорошо также избавляет от клея. Можно это средство использовать и на лицо, что называется, чтобы не переводить. Хорошее, дорогое средство, а затем, когда уже появляется пена, я его же использую и разношу еще и по голове. Оно очень хорошо очищает и кожу головы, и заодно клей. Когда я уверен, что здесь нету комков клея, которые могут как-то попасть на волосы, их уже нет, они разъедены Fairy и вот этим средством, теперь я могу, соответственно, мыть систему. То есть, причем, когда сейчас вот появляется вода, уже чувствуется, сейчас вот, особенно при теплой воде, начинает виднеться клей, то есть он будет виден, где его остатки, то есть такая, как своеобразная жижица. Но, в принципе, видите, я его очистил неплохо, и все, в целом, ну, почти как новое. Мою систему я специальным шампунем, так как у меня здесь крашеные волосы, чтобы они не желтели сильнее. Вот прям синий цвет, он позволяет моей системе волос не становиться прям рыжей, а сохранять такой, в общем-то, цвет ближе к холодному цвету. Она, в принципе, помыта. Ничего сложного особо нет. Дело в том, что перефиксация, тут важно соблюдать этапы, чтобы у вас не было хаоса, что делать, просто разбивайте все на этапы и
следуйте своим этапам. То есть первый этап, второй этап, третий этап, как вам это удобно. И по времени вы должны понимать, что окей, на этот этап уходит столько-то времени, на это столько-то, и в целом, исходя из этого, уже будете планировать свое время. Следующий этап. Пока система влажная, я наношу немножко маски специального крема на волосы и расчесываю. Ну, у меня сейчас с собой нет нормальной расчески, только вот мелкая расческа, с ее помощью, как правило, я избавляюсь от мелкого клея, если он есть, но в данном случае задача не такая. То есть, когда волосы помыты, я сразу их расчесываю, чтобы когда они высохнут, у них была уже нормальная форма, и не нужно было вот эти вот колтуны потом как-то расчесывать, потому что это намного проще делать, когда она еще влажная. Следующие 5 минут ушли на расчесывание системы. Видите, она расчесана. Причем не нужно наносить много жирного крема на сами волосы. Я иногда просто наношу на саму расческу, чтобы она была такая немножко жирноватая, и затем уже расческой делаю, вычесываю волосы, видите, никаких колтунов. Теперь просто откладываем систему и ждем, чтобы она высохла. Можно также использовать фен, конечно, чтобы это было намного быстрее. Я пока не спешу, потому что сейчас я буду заниматься своей головой. Помывка головы заняла 3 минуты, ну пускай 5 минут. Следующий такой долгий достаточно процесс — это бритье, и самый долгий — это делание фейда. Конечно, если у вас есть возможность все это делать в салоне, когда вы можете просто лечь на кресло и все это будет делать за вас, это просто идеальный вариант, за который, в принципе, стоит заплатить какую-то сумму и, в общем-то, расслабиться, да, все сделать за вас. У меня нет такого варианта, я путешествую, мне нужно уметь это делать самому все, именно поэтому одна из причин создания курса, чтобы вам показать, как это все делать от и до, и чтобы вы могли сами справляться в любой ситуации сами. Даже если вы ходите в салон, но в те моменты времени, когда салон недоступен и некому помочь, чтобы вы знали, как с этим справиться сами. Просушиваем волосы, чтобы можно было их подстригать. Ну а здесь, соответственно, брить машинкой. Небольшой лайфхак. Я когда сушу волосы, сушу именно вот таким вот образом, поднимая их наверх. Для чего я это делаю? Чтобы проще было делать фейд, так как я фейд делаю сам. Так, еще где-то 5, 7, 10 минут. Все вот это побрито, но это еще не все. То есть сначала я побрил машинкой, теперь нужно обработать лезвием, ну, соответственно, опасной бритвой, вот эти зоны, где именно будет проклеиваться система. Один из самых долгих процессов — это как раз-таки создание фейда. Вы меня, наверное, спросите, какой секрет, можно ли этому научиться делать самому. Конечно, можно. Как это, собственно, я к этому постепенно пришел, как это делать. Есть различные уроки и способы в том же YouTube. Я ими не пользовался, но пытался найти какую-то, может быть, таблетку, которая поможет решить и сделать, скажем так, намного быстрее, облегчить создание фейда на своей голове. К чему я пришел, что все нужно делать постепенно, то есть сначала максимальные насадки, потом меньше, 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 и я уже приблизительно знаю, где, на каком уровне должна быть какая насадка. То есть здесь, например, 0, здесь единица, здесь двойка, здесь тройка, здесь пятерка, здесь семерка, здесь девятка, здесь 11, да. И помните только, когда вы будете брить голову, чтобы вы не забыли о том, что если вы где-то что-то зарежете, то все. Поэтому лучше не от маленькой длины начинать, а от большой и постепенно к малой. Некоторые YouTube-каналы учат как раз-таки наоборот. Сначала вы стригаете вот так вот до ноля, а потом уже делаете фейд. Я пробовал делать так, но так больше ошибок. Следующий этап, я об этом уже рассказывал в курсе, это нужно избавиться от волос, которые вылезли через другую сторону системы. Почему? Потому что они могут попадаться вместе с клеем, например, сюда заломается волос, и он может мешать склейки с вашей головой, и будет не очень комфортно, и нужно будет чаще переклеить. Поэтому вот эти вот все торчащие волосы надо подстричь ножницами. Самый длинный этап пройден, это стрижка и создание фейда. На самом деле я еще не приклеил, просто наложил. Ну и следующий, мне кажется, самый простой, по сути, процесс — это проклейка. То есть, когда вы уже несколько раз сделаете, проклейте, вы будете знать, что она нормально держится на вас, она по той форме, которой вам нужно, а остальное уже дело техники. Если хотите знать, как это делать более подробно, все этапы, для этого специально создан курс. Подписывайтесь. Как мне кажется, он очень дешевый. Каждый курс стоит дешевле, чем моя консультация. Причем сразу включает в себя 9 или 10 серий и помогает разобраться во всем на моих конкретных примерах и видео, которые я снимал специально
для вас. Если же вы берете весь курс, он стоит, опять-таки, тоже дешевле. В общем, за всеми деталями ныряйте в описание, все есть, и на сайте все есть описание, что вы конкретно видите и что вы с этим курсом приобретете. Если быть краткой, вы сократите кучу времени для себя на свои мыкания и начнете получать результат намного быстрее, чем это вы бы делали на своих ошибках и без курса. В принципе, вот и есть весь процесс по переклейке системы, он сложный. Ну, наверное, нет, просто нужно время, чтобы привыкнуть и разделить весь процесс на несколько этапов и полностью соблюдать регламент каждого процесса, делать все правильно, и все будет чики-пуки, все как должно быть. И все. Главное, чтобы получилось.